Всем доброго времени суток, моим подписчикам, гостям канала. Сегодня я хотел показать шину с бензопилы. Пила у меня партнер 351. Вот. Ну, я не нашел старую шину. Я хотел показать, что она уже, то есть брак. Она уже не эксплуатации не годится. Вот. Но я хочу показать, что я делаю какую профилактику я делаю. Сейчас вам покажу. Как я выбраковываю шину, во-первых, я скажу. То есть, если цепь, вот цепь моя первая, которая была с бензопилой, она по мягким породам, поэтому вот уже от нее, то есть от зуба, почти ничего не осталось. Вот, сейчас я одену ее на шину. И покажу. Вот цепь на шине одета. Так, что ты не хочешь? Ага, она уже не хочет двинаться. Так. Вот. И цепь ходит по шине. Вот трется. Трется по шине. И она стирает вот эти направляющие на шине. Вот. Сейчас я принесу наждак и покажу вам, как я отправлю эти направляющие. Одну минуточку. Вот у меня есть такой наждак, кусок наждака от наждачного круга огромный. Вот на улице пошел дождик, он мокрый, но ничего. Так, вот, когда цепь стирается со временем, она идет по шине уже неровно. Но эта шина новая, то есть цепь, как вам показать, вот так, да? Цепь наклоняется или в эту сторону, или в эту, износ идет. Вот, и стирает направляющие на шине. Вот эти направляющие. Вы видите, оно блестит, отшлифовано. Но, то есть он стирается, и здесь появляются зазубрины. Где вам, как вам показать, чтобы было видно? Вот, чувствуете, я ногтем цепляю. Вот. То есть завальцовывается. Вот так они завальцовываются. И здесь получается такой бортик. Вот, может вам видно будет. Вот он. Еще что может быть? Может вот эти направляющие на шине. Одна ниже, одна выше. То есть если цепь стирается, вот у меня старая цепь. Я вам сейчас покажу направляющие на цепи. Так, сфокусировался. Видите, направляющая, она вот так вот и стирается. То есть она в направляющей уже цепь будет. Цепь будет идти уже. Да елки, вывернулась. Вот. Она уже будет идти не ровно по шине. А то есть будет или сюда наклон. И ровный рез уже не получится. Рез будет уходить. Шина будет уходить, когда пилишь. Потому что направляющая на цепи тоже изнашивается. Получается вот такие, оно вот такое типа вот закругление сюда и сюда. Вот я вам покажу. Это направляющая, вот смотрите, она имеет закругление уже. То есть тут стерто и этот стерто. Ну, поэтому шина изнашивается. Вот здесь развальцовываются эти направляющие. То есть заворачиваются края. Сюда, на эту сторону и сюда. И получается вот такие зазубрины. Еще может быть вот здесь перед звездочкой. Но это шина новая, но все равно. Вот здесь вот появляется углубление. Вот и зазубрина уже вот. Видите? Вот я ногтем цепляю. Здесь, то есть, появляется такое углубление. Тоже надо равнять. Вот, я на наждаке выравниваю вот так вручную.
выравниваю одинаково, цепляется, по высоте направляющей шины. Я их выравниваю. Я сейчас не буду это делать, я вам показываю, как я это делаю просто. С этой стороны и с этой. И здесь аккуратно, вот это углубление тоже, чтобы не потерять зубья звездочки, тоже этот изгиб я вот так выравниваю. Так, и стираю вот эти заусенец разлицованные, которые цепью. Вот, смотрите. Видно? Камера, наверное, не покажет. Вот, остается металл. Так. И здесь. Вот, вот она блестит. Я вам, надеюсь, вам видно. Вот я стер. Вот она блестит. Вот, здесь уже нет. Это разульцовки, это заусенец. Вот, здесь еще есть. Вот. Цепляется здесь. Вот здесь есть. Вот я даже с пальца грязь вот она. Вот остается на этой разульцовке. Здесь уже нет лука. Сейчас здесь пройдем. Берем разульцовку. Вот, убрал я уже. Нет, еще в одном. Может, кто не знает этого, я вот. Также, то есть перпендикулярно нашему кругу я равняю по высоте направляющей шины, чтобы шины были по высоте одинаковые между собой. Вот так я их выравниваю. Вот здесь незначительное углубление. Я вот сейчас не буду с ним голову морочить. Вот здесь незначительно. Я не буду с ним ничего сейчас делать. Просто выровняю шины, чтобы они были направляющие шины. Вот, чтобы они были одинаковые. Так, как бы вам так показать. Вот, чтобы было правая и левая были одинаковой высоты, чтобы цепь не шла косо, чтобы цепь шла ровно по шине. Вот, но эта цепь старая, я не буду показывать уже. Ну вы суть поняли, я надеюсь, да? Если не поняли, пишите вы. Так, цепь уже тут закрутилась. В комментариях, что будет неясно. Это старая цепь, вот она уже, вот эта направляющая на цепи, которая входит направляющих в шине, вот она уже имеет вот такие закругления. То есть, вот, допустим, направляющая, она уже будет ходить, цепь, вот так в направляющих. То есть неровно будет. Рез будет неровный. Вот. Когда это случится, то есть я меняю тогда цепь. Если уже сильно истерлись направляющие, тогда меняю шину. Вот. Вот что я хотел вам подсказать. Может, кто не знает об этом. Так, вот так я обслуживаю эти направляющие. Так, вот здесь еще немножко задиры есть. Так. И вот здесь на звездочке. На повороте тоже. Ага, вот еще. Вот я стер вам. Надеюсь, вот видно. Вот блестит. А тут здесь уже задиров нет. То есть убираю задиры и выравниваю по высоте направляющие, чтобы высота у них была одинаковая, чтобы цепь шла по шине ровно. Так, где вот направляющая цепи, вот она шла, чтобы не так, цепь была не так, ни вправо, ни влево не наклонялась, чтобы цепь шла ровно по шине. Если уже цепь не идет ровно, тогда нужно менять или шину, то есть смотреть, или цепь. К сожалению, я не нашел старой шины, я хотел показать вам. Тут у нее уже тут вот такие выемки, вот как я вам показываю на пальце, вот прям вот так цепь уже выела, вот так выбила, вот такие углубления.
Она уже просто непригодна. Я ее хотел приспособить на болгарку, но где-то она спряталась, короче. Вот такое короткое видео. Может кому-то пригодится. Ставьте пальцы вверх-вниз, жду комментариев. Всем спасибо.